Всем привет! Вы на канале Тернистая долина, месте, где каждый может узнать о новостях и ярких событиях из мира ММО. И сегодня мы с вами обсудим довольно интересную тему, которую незаслуженно не удостоили вниманием новостные игровые порталы. А зря. Если вы помните, недавно я уже рассказывал вам о том, как Майк Мархейм, бывший глава Blizzard Entertainment, покинувший компанию около 3 лет назад, основал новую компанию Dreamhaven. Кто не смотрел, для вас будет подсказочка и ссылка на видео в описании. Так вот, о причинах, заставивших его уйти из Blizzard, можно только догадываться. Может быть, глядя на текущие события, он понимал, к чему все идет, и решил, что будущего у компании нет, менять уже что-то поздно, и лучший вариант бросить все как есть и уйти, пока, как говорится, не началось. Но все-таки после начала разбирательства о нездоровой атмосфере в Blizzard надо отдать ему должное. Вины себя Майк Мархейм не снимал и нашел в себе мужество признать ошибки и извиниться за последствия его, как ему показалось, неважного руководства. Можно было бы сказать, что он просто устал и решил пожить в свое удовольствие, чем, собственно, и занимался в последнее время. Майк путешествовал по миру, занимался семьей и знать не хотел никакой игровой индустрии, если бы не одно обстоятельство. И прежде чем мы с вами продолжим, я хочу напомнить, что если вас напрягает постоянная нехватка золота, исправить ситуацию поможет elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные и проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% по промокоду VANILA10, ссылка в описании. Так вот, в одном из таких путешествий Майк повстречался со своим бывшим коллегом Джейсоном Чейзом, с которым обсудили нынешнее положение игровой индустрии, в которой правят в основном большие компании, не дающие скромным, но перспективным студиям продвинуть свои проекты. И, собственно, родилась идея создать компанию, которая могла бы взять под крыло такие студии и помочь им реализовать свои идеи. Об этом я также подробно рассказывал в том же видео, посвященном Dreamhaven. В компанию изначально вошли две студии – Moonshot и Secret Door, которые также возглавляли бывшие сотрудники Blizzard. В Moonshot руководителем являлся бывший продюсер Blizzard, упомянутый выше Джейсон Чейз, бывший руководитель разработки StarCraft Дастин Браудер и Бен Томпсон, который занимал пост креативного директора Hearthstone. Secret Door руководила троицей из Криса Сигатти, Эрика Дотса и Алана Дебери. Первые двое в свое время работали над Hearthstone, а последний был техническим директором Blizzard. Про Алана Дебери довольно много рассказывал Джон Стат в своем дневнике, первую главу которого вы также можете найти на моем канале. То есть, глядя на составчик, видно, что новичков нет, все та же олдовая команда. И вот смотрите, о своих планах Dreamhaven объявили еще в сентябре 2020 и с тех пор никаких новостей. Вообще не было понятно, над чем они работают. То есть из описания возможностей сотрудников обеих студий ясно, что чуваки специализируются на ММО, стратегиях, карточных играх, собственно, над всем тем, над чем работали Blizzard. И вдобавок, кроме руководства, рядовой штат также состоял из бывших близов. Последний к ним прибыл Амар Гонзалес. Если вы помните, это чувак, который вместе с Брайаном Бермингеймом работал над WoW Classic. И в 2018 на BlizzCon совместно с ним делал презентацию. Кстати, довольно интересный материал, запись онлайн-трансляции с этого выступления доступна также на канале. Рекомендую посмотреть для ознакомления, как делался ремастерит ванилы и с какими сложностями столкнулись разработчики. Амар Гонзалес в Dreamhaven также занимает должность инженера. Чем же они занимались этот год? Ни концепт-артов, ни каких-то презентационных роликов. Если взять, например, их коллег из Singularity 6, там тоже присутствуют выходы из близов, у них хотя бы есть какие-то наработки, которые можно потрогать, понюхать, понять, что ждать в будущем. Я говорю о Пале. Так хорошо после анонса журналисты отзывались о Dreamhaven, мол, эти ребята таки сделают годноту. И что дальше? Целый год тишины. Уже стали потихоньку про него забывать, как вдруг новость. В состав Dreamhaven вошла еще одна студия. Скорее стала партнером. Финские разработчики Mainframe. И вот сразу после их прихода и стал понятен курс, по которому поплывет Dreamhaven. Я хочу сразу сделать сноску и на секунду заглянуть в прошлое. Blizzard начали свой путь весьма удачно. Им повезло появиться в такой период, когда для создания игр не требовались большие бюджеты. И большинство идей не было реализовано. Просто бери интересную идею, развивай ее, и с большей долей вероятности родится хит. Сейчас же разработчикам довольно сложно пытаться чем-то удивить ставшую уже капризной аудиторию. Игра должна быть интересной, качественной, и, конечно же, не хуже, чем у конкурентов.
Сделать ММО, который заставит игроков сорваться со своих насиженных проектов и прийти в новую незнакомую игру, это, я вам скажу, задачка не из легких. Может быть, поэтому Dreamhaven так долго не делились своими планами. Делиться было нечем. Все концепты, которые были на повесточке, по сути, все были ни о чем и не заслуживали внимания. Но с пришествием Mainframe ситуация изменилась кардинально. Андерсен Хоровиц, продюсер Mainframe, пришел не с простой идеей, он пришел с прорывной технологией, дающей возможность ворваться на рынок видеоигр и занять лидирующие позиции. Стать первыми, как это было когда-то с Blizzard. Не буду долго ходить вокруг да около, речь об облачном гейминге. Казалось бы, что тут такого, технология не новая, в некоторых проектах используется. Но в том-то и дело, на сегодняшний день нет ни одной ММО, позволяющей играть на всех платформах, включая смартфоны. Есть нечто похожее с Genshin Impact, но это все же не совсем ММО. Мобильный рынок развивается, и в настоящий момент любая более-менее качественная игра на мобилках становится мега-хитом. Посмотрите на Clash Royale, Brawl, Candy Crush. Эти игры, благодаря платформе, на которой они распространяются, стали мега популярны. У Mainframe есть шанс также ворваться. Некоторые игры с поддержкой облачного гейминга уже существуют на таких платформах, как Xbox, Nvidia GeForce Now и Amazon Luna. Но, по словам генерального директора Mainframe Тора Гуннарсона, игры на этих платформах были созданы в основном для консолей или ПК. В то же время Mainframe хотят, чтобы их игра была доступна на всем и адаптирована для игры с любого устройства. Мы считаем, что облачный гейминг сейчас представляет переломный момент, поэтому стартапы и студии, которые в настоящее время начинают осваивать эту новую сферу рынка, создают оригинальный контент под новые модели распространения, и создание видеоигр имеет большой потенциал. У нас есть шанс получить классическое преимущество первопроходца, дал комментарий Гуннарсон, когда журналисты встретили его в Рейкьявике. По его словам, еще одним плюсом является то, что все обновы происходят в облаке и не требуют загружать их на свое устройство. Это позволяет разработчику фиксить баги и выпускать обновления быстрее, чем при локальном хранении. Я почему-то сейчас вспомнил Blizzard, которые решили сделать 11 тысяч исправлений за один миг и обрушили свои сервера. Вот вам, пожалуйста, яркий пример. Хотя мы говорим о современной Blizzard, в настоящее время такие фейлы там в порядке вещей. Развитие облачного гейминга также подстегивает большой дефицит и высокие цены на видеокарты и игровые консоли. В целом, облачные игры могут стать следующей технологической революцией. Можно посмотреть, как индустрия развлечений переходит в облако. Такие гиганты, как Spotify, получившие невероятную популярность благодаря данной технологии, а также Netflix, сделавший ставку на стриминговую модель предоставления контента. И вот что еще интересное. Многие могут сказать, они широко ли шагнули Mainframe, а ныне уже Dreamhaven, освоить данную технологию да так, чтобы на ее базе выпустить годноту. Я думаю, да, замах космический, но в данном случае им будет в этом помогать, кто бы вы думали? Непосредственно Microsoft, а именно подразделение, которое уже занимается разработкой облачного гейминга для Xbox. При таком подходе, я думаю, у них все получится. Тем более Xbox сами заинтересованы получить на свою платформу хороший продукт, а также получить опыт в разработке подобных игр, так как наверняка понимают, на чем будет базироваться рынок видеоигр будущего. Данной темой заинтересовались многие крупные акулы сферы развлечений, и Mainframe также получил финансирование и специалистов из таких компаний, как Twitch и Riot Games. Эти чувачки сейчас повсюду, и у них также есть интерес для своей ММО, и многих других. Но Mainframe очень рады сотрудничеству с ними, поскольку на момент их встречи перспективы и финансовое состояние финнов было довольно скромное. Сами Mainframe далеко тоже не новички в индустрии, и у себя в Северной Европе достаточно успешны. К тому же пришли в Dreamhaven не с пустыми руками. На разработку новой ММО уже собрано свыше 20 миллионов долларов. Первое упоминание проекта появилось в марте прошлого года. Тогда в распоряжении Mainframe было 8,5 миллионов долларов. А по последним данным цифра приближается к 30. То есть инвесторы, сломя голову, бегут занести в проект бабло. Готовя этот материал, я прочитал много статей по облачному геймингу и непосредственно по участию в его развитии самого Андерсена Хоровица. Надеюсь, я правильно читаю его имя. Так вот, из всего того, что я уяснил, я понял, что данная технология, во-первых, что самое главное, дает возможность играть в игры с любых платформ и значительно снижает стоимость разработки, поскольку в данном ключе убирается необходимость оптимизации клиента под маломощное устройство. Кроме того, ММОшка, разрабатываемая Mainframe, по всей видимости, будет иметь free-to-play модель, поскольку в проект привлекается множество специалистов, имеющих опыт работы с данными продуктами.
В игре будет присутствовать свободная виртуальная экономика, на которую будут влиять сами игроки, создавая и продавая предметы, скрафченные ими самими. Так что привет РМТ-сегменту, вам там будет чем заняться. Что же касается самих Dreamhaven, навряд ли их участие ограничится только лишь администрированием и бюрократией. Скорее всего, в разработку игры будет добавлен многолетний опыт бывших сотрудников Blizzard, некогда создавших величайшее ММО всех времен и народов. Не могу сказать точно, но две студии, проработавшие уже как год, должны иметь какие-то концепты, которые в будущем нам будут презентованы. Не хотелось бы ждать этого момента еще несколько лет. В целом, основываясь на независимых работах сотрудников Dreamhaven, я могу предположить, что игра будет похожа на некий гибрид World of Warcraft и WildStar. А также сам генеральный директор Mainframe Тор Гуннарсон может добавить опыт из всеми известной EVE Online, в создании которой принимал непосредственное участие. К сожалению, у меня в доступе только несколько оригинальных скринов с данной игры, найденных на забытом богом финском ресурсе. Но кроме скринов я еще отметил интервью геймдизайнера проекта Силки Хару, который заверил, что отличительной особенностью новой ММО будет насыщенный геймплей, высокая социализация игроков, а также потрясающий графон, который в настоящее время доступен только на консолях, таких как, например, Xbox или Sony PlayStation. Кроме того, будут учитываться нюансы доступа с различных платформ. То есть вы можете найти себе контент и на несколько часов, сидя дома вечерком, а также зайти поиграть на несколько минут, пока едете где-нибудь, скажем, в метро. Готовя концепты данной игры, художники посетили много живописных мест в различных уголках планеты и подчеркнули для будущего ММО много для себя интересного. Что я хочу сказать? Планы грандиозные, но в то же время меня лично настораживает большое количество инвесторов, которые по факту могут повлиять на разработку и повернуть курс Mainframe в сторону извлечения прибыли. Как раз именно ради этого и создавался Dreamhaven во главе с Майком Мархеймом, чтобы никакие материальные факторы не душили разработчика и его идеи. И приход финнов под крыло Dreamhaven понятен. Теперь хочется завершить видео фразой героя из одного русского сериала: «Лишь бы бабок хватило». Хотя, если Dreamhaven в ближайшее время выкатит хоть какое-то промо взамен нескольких скринов, то дело пойдет куда быстрее и желающих задонатить поприбавится. Я же с большим интересом буду следить за развитием данной темы и делиться с вами. Поэтому не забывайте подписываться на канал, делиться своим мнением в комментариях, ставить лайки, говорят, они помогают. И до встречи!